Стас нервничал. Уже почти 15 минут он стоял рядом с банкоматом и смотрел, как сухонькая старушка старалась снять деньги. Она бормотала что-то себе под нос и производила странные манипуляции. У нее ничего не выходило, но старушка оказалась настырной и повторяла эти самые манипуляции снова и снова. Ей пыталась помочь девушка, стоящая тут же, но бабушка отказывалась. То ли боялась, то ли была слишком упряма. В итоге девушка отступила и теперь точно так же, как и Стас, стояла в ожидании. Конечно, можно было поехать к другому банкомату, но Стасу не хотелось. Хотелось поскорее вернуться домой после тяжелого рабочего дня. Там его уже заждались Лилька и Вероничка. Лилька звонила уже несколько раз, и с каждым разом ее голос становился все раздражительней. Ей вообще было трудно что-либо объяснить, а тут такое. Стас подождал еще минут 5 и, психанув, решил, что съездит и снимет деньги утром. Вообще-то он привык пользоваться карточкой, но именно завтра им как никогда нужна была наличка. Дело было в том, что у Стаса завтра начинался двухнедельный отпуск. Они с Лилькой ждали его давным-давно, но Стас старался лишний раз не отдыхать. Работал он очень много, стараясь, чтобы жена и дочка ни в чем не нуждались, но в конце концов и он устал. Так что этого долгожданного отпуска ждал с нетерпением. В этот раз они с Лилей решили, что поедут за город, к одному из хороших друзей. У того там был отличный дом в современном стиле. Построил он его не так давно, и Стас с Лилей были там лишь однажды, да и то ездили лишь на выходные. После этой поездки оба были в восторге. Дом действительно был чудесный, а уж про природу и говорить нечего. Находился этот самый дом в очень живописном месте, и все там было прекрасно, но вот банкоматов там не было. А Стас любил, чтобы в бумажнике, кроме карточек, шуршала наличность. А именно сегодня эта самая наличность кончилась до последней копейки. Именно по этой причине он сейчас и торчал возле этого банкомата, но всякому терпению приходит конец, и он уехал домой, несолоно хлебавши. Еще в машине, по дороге домой, его вдруг посетило странное чувство. Но что это, Стас сразу понять не смог. Из мыслей не выходила та самая старушка со сморщенными, убитыми тяжелой работой руками. Стас списал все на раздражение, которое испытал у банкомата, и попытался все выбросить из головы. На некоторое время ему это даже удалось. Дома воодушевленная Лилька взахлеб описывала их будущий отпуск и то, как будет хвастаться своим новым дорогущим маникюром перед подружкой, женой того самого друга. Стас слушал вполуха, поддакивал жене, а из головы не выходила та самая бабушка. Стас уже точно знал почему. Она напомнила ему его бабушку, Марию, и волна совести захлестнула его и заставила вернуться в прошлое. Его бабушка жила в деревне, и Стас не видел ее уже 3 года. Звонил на праздники, регулярно посылал денежные переводы, но съездить и навестить ее времени не находилось. Работа, молодая жена, маленькая дочка, развлечения – все это занимало слишком много времени, а вот времени съездить к бабуле не было. В последний раз они с Лилей были у нее, когда Вероничке был год. Тогда она плакала от счастья и не спускала с рук маленькую правнучку. Тогда же Стас подарил ей новенький телефон, на который, кстати, регулярно посылал фото и пополнял баланс, хотя прекрасно видел, что ни одно его сообщение не прочитано. Он понимал, что, скорее всего, бабуля просто-напросто так и не освоила интернет. Слава богу,
что научилась отвечать на его редкие звонки, и это уже было для нее большим достижением. В принципе, она вообще отрицала современную технику, принимала разве что телевизор, и раньше Стас постоянно подшучивал над ней из-за этого. Бабуля лишь улыбалась в ответ и отмахивалась от него кухонным полотенцем. Ночью, уже лежа в кровати, он никак не мог заснуть. Память услужливо возвращала его в детство, когда он маленький, белобрысый мальчишка проводил все лето у бабушки. Родители привозили его в деревню каждое лето, и вплоть до самой осени он находился там. Живо вспомнился запах бабулиных пирогов и гора ароматных блинов с малиновым или сливовым вареньем. Такого варенья он не ел больше никогда. Вспомнилось и бабушкино полотенце с вышитыми цветочками, которым она периодически охаживала внука, а он действительно любил озорничать и постоянно попадал в различные неприятности. Тогда еще был жив дед, который только смеялся над шкодливым внуком и над слабыми попытками бабули воспитать из него человека. Все эти воспоминания проскочили перед Стасом как одно мгновение и перенесли ему чувство жуткого стыда перед человеком, который его искренне любил и ждал. Утром за завтраком Стас, глядя на бутерброды, приготовленные женой, вдруг внезапно спросил ее: «Лиль, а ты варенье варить умеешь?» Жена удивленно посмотрела на мужа. «Ну, не знаю, никогда не пробовала. А зачем его варить? Его вон в магазине сколько угодно и какое угодно». Стас посмотрел на нее, встал из-за стола и сказал спокойным тоном: «Ну, раз не умеешь, значит, пора учиться». «В смысле?» «В прямом. Пора учиться варить варенье». «Да что с тобой, Стас? Ты меня пугаешь». «Я, Лиля, сам себя пугаю. Мы не едем за город, мы едем в деревню, к бабуле». Глаза Лили округлились. «Как в деревню? А мой новый маникюр? А купальник?» «Маникюр покажешь бабуле. Она такое чудо сроду не видела. А купальник выгуляешь на деревенской речке. Там шпана заценит больше, чем подружки». На глаза Лили навернулись слезы, но по выражению лица мужа было понятно, что он решил все твердо. А уж если он что-то решил, то его было не переубедить. Если Лиля из-за решения мужа проплакала полдня, то Вероничка была, наоборот, очень счастлива. Бабулю она, конечно, не помнила, но каждое новое приключение воспринимала с восторгом, впрочем, как и все маленькие дети. Как ни сопротивлялась Лиля, но перечить мужу побоялась, и следующим утром они выехали в деревню. Когда Стас увидел свою бабулю, он не смог сдержать слез. Ну, а про нее и речи быть не могло. Она плакала и обнимала по очереди то Стаса, то Лилю, то Вероничку. Стаса поразило то, что со времени его последнего приезда тут ничего не изменилось. Та же стерильная чистота, тот же самый красный до блеска начищенный чайник, те же самые заботливо вышитые бабушкиной рукой полотенца. Утром следующего дня их разбудил волшебный запах бабушкиных блинов и пирогов. Стас как будто вновь оказался в детстве. Снова те же самые блины и то же самое обалденное, единственное в мире варенье. За время отпуска он переделал в доме и во дворе все, чего требовала мужская рука. Бабуля словно помолодела на несколько лет и каждый день радовала своих близких чем-нибудь вкусненьким. Каждый день она гордо брала правнучку за руку, и они шагали в местный магазинчик, где бабушка покупала внучке все, на что указывал маленький пальчик. Стас хотел было сказать бабуле,
что она уж очень балует Веронику, но тут же получил по спине полотенцем. Конечно, ему было не больно, скорее смешно, но с бабулей он больше не спорил. Даже Лиля, которая была категорически против приезда сюда, теперь счастливо улыбалась и шутила, что такого загара она не получила бы ни в одном солярии. 2 недели проскочили незаметно. Расставание было очень тяжелым для всех, особенно для бабули, но Стас клятвенно пообещал ей, что в следующий раз они приедут к ней совсем скоро, хотя бы просто на выходные. То же самое он пообещал и себе. В городе их снова ждала рутина и обыденность. Стасу жутко не хотелось выходить на работу, но по-другому было нельзя, и он это прекрасно понимал. Рабочая неделя тянулась медленно, и Стас с нетерпением ждал субботы, чтобы выспаться. Но именно та суббота стала для Стаса особенной. Утром его разбудил божественный запах бабулиных блинов. В недоумении Стас прошел на кухню и застал свою жену с энтузиазмом стряпающую блины, гора которых уже высилась на тарелочке посреди стола. От удивления он не мог сказать ни слова. Лиля никогда не увлекалась готовкой, но а уж выпечкой и подавно. Заметив его, Лиля улыбнулась и сказала: «Ну что застыл? Иди приводи себя в порядок и будем пить чай. Я еще и варенье сварила», — хвастливо сказала Лиля, приоткрывая крышку маленькой кастрюльки. «Сделала все, как научила бабуля, 1 в 1». Стас не мог поверить своим ушам. Он встал, подошел к жене и крепко ее обнял. «Спасибо», — сказал он. «За что?» «За блины, за варенье, за все». «То ли еще будет. Вот мы в следующий раз поедем к бабуле, и я научусь варить обалденный борщ. Ведь мы поедем, да?» «Конечно, милая, конечно, поедем». Стас обнимал жену и благодарил Бога за нее, за дочь, за родителей, за бабулю, за свое счастливое детство, за все, что он ему дал, и за то, что у него еще будет. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.